сказку, с чего начался фиолетовый лес. Рассказывать мне или нет? Изначально, вот как придумал Восковович фиолетовый лес? А? Расскажите. Рассказать, да? Малыш Гео. Главный персонаж сквозной практически всех игр Воскововича. Мальчик. Снится как-то раз малышу Гео сон чудесный. Вышел он гулять на улицу. И вдруг, откуда ни возьмись, на него выскакивает красный зверь. Раскрыл пасть и вот-вот бросится на малыша Гео. И Гео услышал голос: «Не бойся, малыш, прогони красного зверя оранжевым криком». И малыш Гео, сам не зная как, закричал на этого зверя оранжевым криком, и красный зверь исчез. А вместо него над малышом начала кружиться огромная желтая птица. Желтая птица, как коршун, с острым клювом, с острыми когтями, кружится над ним и начинает снижаться. Малыш Гео хотел побежать, но услышал: «Не бойся желтой птицы, прогони ее зеленым свистом». И малыш Гео засвистел зеленым свистом, и птица исчезла. А вместо нее он стоял на берегу реки, и на реке качалась лодочка. Малыш Гео сел в лодочку и хотел поплыть. И вдруг из глубины вынырнула здоровенная голубая рыбина, как акула, и начала раскачивать лодку. Гео испугался, что он может утонуть, но опять услышал голос: «Гео, не бойся голубую рыбу, прогони ее синим шепотом». И Гео прошептал что-то рыбе синим шепотом, и рыба исчезла, и речка исчезла, и лодка исчезла, а малыш Гео стоял на пороге фиолетового леса. То есть вот такое абсолютно сюрреалистическое начало сказки. Мне кажется, это здорово. Я не знаю, на самом деле на разных людей ложится по-разному. Но я вот себе представляю этот оранжевый крик. То есть он яркий, огромный, заполняющий все пространство вокруг тебя. Он как огонь, пожирающий все на своем пути. Оранжевый крик. И зеленый свист можно представить. То есть эта сказка здорово будет творческое воображение детей. Она готовит их к тому, чтобы вот войти в этот чудесный мир, чтобы начать фантазировать, начать что-то придумывать. Поэтому, конечно, по-разному можно к этому относиться, что такое зеленый свист. Ну, не так просто на самом деле это объяснить. Но придумать можно. Можно придумать. И вот он стоит у нас на пороге фиолетового леса. А вокруг какие-то огромные непонятные деревья, кусты, следы. Ему так хочется войти, но он побаивается. Кто знает, что его ожидает в этом лесу. И вот только он поборол страх и решил все-таки войти в этот фиолетовый лес, как прямо под ноги ему из кустов выкатился ежик. Ежик маленький, на самом деле есть более крупные ежики. Я здесь выбрала маленького ежика. Почему? Потому что у меня маленький малыш Гео. Если бы у меня был малыш Гео покрупнее, я бы взяла ежика побольше. Но тут, чтобы была такая соразмерность, вот у меня маленький ежик. Поверьте мне на слово, это ежик, могу показать. Ежик. Верим. Увидел он мальчика, так обрадовался. Говорит: «Господи, ну хорошо, ну хоть кого-то я встретил, может, хоть ты мне поможешь». Ну, я, конечно, говорит, могу тебе помочь, сказал мальчик, а про себя подумал: ну, на самом деле волшебный лес, даже ежи здесь разговаривают. А чем тебе помочь, ежик? Да вот такие дела. Собирал я грибочки для своих ежат. Их у меня 5 ежат. И собрал я 9 распрекрасных, крепеньких боровичков. Сел под дерево и задумался. У меня 9 грибочков и 5 ежат. Как вы считаете, могу ли я поровну их разделить между своими ежатами? Как мы будем делить? Вот мы берем грибочки. У меня есть запасные грибочки. Как мы их будем делить? Допустим, ребенок, вообще младшая группа,
Он их будет сначала разложить по одному, да? Вот он раскладывает каждому ежонку по одному грибочку. Остается 4 грибочка. Он их начинает раскладывать, а их, естественно, не хватает. Что мы будем делать? Что? Как вы считаете? Столько вариантов, дети будут. Один грибочек и жихе отдадим. Отличный вариант. А прекрасный вариант. Один маме и жихе отдадим. Так, ну и что? И что будет? Нет, вот, с ежихой 5. С ежихой 5. Или вообще 5? Нет, 5 ежат, еж и ежиха. Ежат 5. Он хотел бы им, конечно, поровну раздать, но поровну никак не получается. Вот по одному грибочку, да, получается. А что дальше мы делаем? Какие варианты у нас могут? Отдать 4 гриба ежихи, тогда каждому ежику останется по одному. Можно все 4 ежихи, пусть жирок копит, да, к зиме, можно так. Можно 2 ежу, 2 ежихи, они у нас взрослые, да, Ну вот все-таки эти 4 им больше грибочка еще надо. нам пополам разделить, по половинке, например. Ну, Каждому если, пользу. да, ну там сдача, конечно, у нас выйдет. То есть на самом деле возможно много вариантов. То есть вот мне кажется, Суп сварить. суп отличный вариант, суп сварить, прекрасный вариант. Все придет. То есть очень хорошо, когда не делится, потому что тогда они начинают думать, а что же делать? И они тогда дают какие-то свои варианты. Не делятся наши грибочки. Ну, малыш ему, конечно, начал советовать, вот давай 2 тебе, 2 ежихи, по одному ежатам. И он же говорит, да все, вопрос уже не стоит. Как не стоит? Почему не стоит? Пока я сидел под деревом, мы это все обдумывал, у меня стащили мои грибы. Как стащили? Кто стащил? А вот кто стащил, сейчас вы у меня отгадаете. Для этого у нас есть геоконты. Берем геоконты. Геоконтам у нас прилагается по схеме, 2 схемы есть на каждый столик. Я вам дала по схеме на столик, или я вас обделила. Ну-ка, давайте смотреть. Миша, где у меня схема? 2 схемы у меня будет. Вот видите, вот у нас схема. Вот у нас схема. И в принципе, вот у нас схема. Глядите, мы зацепляем на беленьком луче за 4-й гвоздик. Это нам надо снять все. Да, все снимаем. Все снимаем, да, все снимаем. Берем самую длинную зеленую замкнутую веревочку, резиночку. Это все снимаем, да. Зеленую замкнутую веревочку берем. Так, и начинаем выкладывать. На белом лучике 4, на красном единичка. У кого проблемы будут, я пойду покажу. Правильно, отлично. Здесь у нас что, уже 3? Ну, посмотрите. Уже 2, так, и Г2. Так. Так. Тут что-то не то. Отлично у вас. Ну просто вы перекрутили. Ну могли вот так вот сделать. И вот так. Да, молодцы. Да вы просто молодцы у меня. Кто это у нас? Это белка? Это белка, да. Белка это у нас. Белка воровка. Да. И вот белка. Тут как тут. Скачет по кустам и смеется над ежиком. А ты, говорит, колючий, не зевай, потому что пока ты сидишь да размышляешь, я ждать не буду.
Ёжик говорит, как тебе не стыдно, Белка? Я собирал для своих зверьков грибочки, а ты у меня все забрала. Да ладно, говорит тебе Ёжик, ты, Ёжик, что делаешь зимой? Ты спишь всю зиму, тебе кушать не надо, а мы, бедные белки, скачем, пропитание себе добываем, себя надо накормить, бельчат надо накормить. Я твои грибы уже все по веткам развешала, сушатся они были. Ну-ка, найдем 9 грибочков на ветках. Где у нас развешенные 9 грибочков? Давайте смотрите, На видите? фиолетовом, на красном, Так. на дереве. Вот на красном. Давайте, раз, На красном. Два. два, На фиолетовом. три, Еще рядом. Фиолетовом. На четыре, фиолетовом. Вот. Выше. На оранжевом дереве. 8, 9. Собрали, вот они, все 9 грибочков, нашли все грибочки. Так что, Ёжик, ты не жалуйся. Мне на зиму грибы нужны. Ёжик ей в ответ, да что ты, Белка, понимаешь, в нашей ежиной жизни я, конечно, сплю, но для того, чтобы мне заснуть и проспать спокойно всю зиму, знаешь, сколько жира надо накопить? Мне знаешь, сколько нужно кушать летом, и ежиху свою кормить, и ежат кормить, иначе я не смогу проспать всю зиму. Белка только рукой на него махнула. Нет, Ёж, даже не проси, грибы не отдам. Но зато я могу тебе показать, где много слизней. Ведь ты же слизней больше, чем грибы любишь. Ёжик просто запищал от восторга. Да, говорит, я же грибы-то не очень люблю, я уж так их с голодухи ем. А на самом деле я больше всего люблю насекомых, гусениц и всяких слизней поедать. А скажи, где эта поляна? Ой, а поляна это далеко, говорит Белка. Что вам нужно сделать? Сначала вам нужно по следам проскакать ровно так, как указано в фиолетовом лесу. Видите? Сначала 3 раза на какой ножке? На правой ножке. Потом на обеих ножке. И потом еще 3 раза на левой ножке. И потом соскочить на обе ножки. После этого вам нужно повернуть налево. Тогда справа у вас будет большое синее озеро. Вы пройдете вперед и дойдете до зеленого куста. Вы обогнете его так, чтобы он остался у вас справа. И тогда у подножия красивого дерева с оранжевым стволом вы увидите поляну, которая вся в землянике. Но эту землянику поедают слизни. Поляну надо спасать. Раньше все приходили, лакомились ягодами, а сейчас слизни оккупировали ее, и никому даже зайти туда не дают. Ёжик говорит, я не успею на своих коротеньких ножках. Мальчик, возьми меня, пожалуйста, на руки. Ты же запомнил, как нужно идти. Пойдемте все вместе. То есть и идем с детьми. Скачем так, как положено. Поворачиваем так, как положено. Проговариваем, что справа у нас, что слева. Доходим до нашей чудесной поляны, которая вся усыпана вот этими вот белыми слизняками. Ёжик как набросился на них, как давай кушать. Ел. Все уже больше не может, объелся, а их до сих пор много, а еще же надо ежатам как-то унести. А собирать не во что. Давайте поможем, давайте сделаем корзинку для малыша Гео и для Ёжика, чтобы они могли всех остальных слизней туда собрать. У вас есть чудо-крестики. Высыпаем чудо-крестики, собираем корзинку. Вот такая корзинка у нас должна получиться. То есть, конечно, в принципе, если вы сделаете трафарет на каждого ребенка, то он может прямо наложением, чтобы было легче делать эти фигуры. Сунуть корзинку, что-то другое. Вы все потом соберете, мы соберем, не переживайте. Высыпайте, не бойтесь. А где делать? На обратной стороне? Да, можно на обратной стороне. Да, перевернули на обратной стороне, делаем корзинку. Корзинка. Да нет, это на самом деле достаточно легко. Дети очень это любят.
Я вам, допустим, по секрету, чтобы быстрее получилось, могу сказать, в картинку входит вот эта деталь. Ну, только вот цветными цветами сейчас. Видите, получается, у нас правильно или нет? Вот видите, у вас здесь не прямая грань. Все понимаю. Теперь отлично. А это уже не надо, оно у вас и так. Трапеция, видишь? Вот сюда уже не надо. Да, вот сюда уже не надо. У вас, видите, она уже образовала. Вот сюда. Видите, вот это вот? А вот сюда треугольничек. Видите, он вот так ложится. Угол уже есть заданный. Вот сюда треугольничек. Отлично, правильно. У вас правильно. Правильно все делаете. У вас все верно. Ручку правильно собрали. Молодцы. Молодцы. Одна картинка готова. Одна картинка готова у нас. Вторая практически готова. Молодцы. Ручка осталась. Только ручка осталась. Посмотрите. Ручка прямо сразу, да, находится. Да. Немножко перевернуть. Да, правильно. Вообще сложно. Так, соедините только. Так, вот она, корзиночка. Да, великолепная корзина. Молодцы. Все. Малыш начал собирать и собрал всех слизней с полянки. Ягодки просто ожили, блестят яркими бочками, листочки шевелятся. Все благодарны малышу и ежику за то, что они спасли поляну от слизней. Молодцы все. И надо бы идти домой, к ежатам, малышу Гео пора домой возвращаться. Ну так утомились они, что захотели спуститься к Синему озеру и посидеть еще немножко там и отдохнуть. И вот они спустились к озеру и только присели на полянку, как к ним навстречу выскочил лягушонок. Выскочил и закричал: «Катастрофа! Катастрофа! Квараул!» «Какой квараул, лягушонок? Что у тебя случилось?» – спрашивает малыш Гео. «У нас на озере поселился бобр. Зубастый, сильный, со здоровенным хвостом, строит себе хатку и скоро съест всех рыб, а нами лягушками закусит». Так смешно стало и ежу, и малышу Гео. «Ты что, лягушонок, какой ты смешной! Не складывайте чудо-крестики, вы сейчас будете еще лягушонка собирать у меня». Слушайте, не складывайте, бесполезно. Бобры не едят лягушек, бобры не едят рыб. Он, наоборот, очистит вам все озеро от мусора, очистит от всякого осевшего хлама на дно озера, чтоб оно у вас не загнивало, чтоб оно не превращалось в болото. Бобр – очень полезное животное. А ты, лягушонок, панику разводишь. Наверное, для того, чтоб бобр ушел. Наверное, наоборот, хочешь, чтоб твое озеро в болото превратилось. Лягушки же любят болото. Лягушонку стало стыдно, и он спрятался за лист кувшинки. А мы с вами сейчас выкладываем лягушонка. А лягушонок у нас вот такой. А вот такой у нас лягушонок. А вот такой лягушонок. Да вы не складывайте, мы же потом все сложим. Ваша задача наиграться. Я верю. Лягушонок. Так неудобно. Жалко, правильно начала
Да, правильно все. Тщательно закачали лягушонку. Вот, теперь правильно. Вот так вот, да. Вот, вот, Не выше надо. прекрасно. Так Да, да, это он, это его точный портрет. Точный портрет лягушонка у нас уже имеется. Два точных портрета лягушонка у нас уже имеются. Молодцы. Мало, да, великолепно. Вот, молодцы. И что? Сели у нас малыш Гео с ежиком на берегу. Водичка журчит, листочки шевелятся, и задремали они постепенно. А когда малыш проснулся, он был у себя дома. То есть вот у нас такая сказка про фиолетовый лес. Очень благодатная среда. Делать можно что угодно. Листья разных цветов, разных размеров. Дорожки можно разные выкладывать, какие только вам нужно. Прятать что-то, маскировать, искать потом. Память. Допустим, вот вы сложили картинку, пусть не такую сложную, конечно, попроще. Дети отвернулись, вы что-то изменили, повернулись, что изменилось? Сезоны, времена года, любая экология, потому что сюда прилагаются очень много животных. Здесь есть лягушки, ящерицы, змейки, червяки, в общем, все что угодно. Причем они есть в 3 видах. То есть есть вот такие цветные карточки. Сзади написано, что это за животное или насекомое, или птичка. Есть контуры, на которых сзади уже ничего не написано. Можно все открыть, все посмотреть. И есть ковролиновые варианты, которые уже лепятся на фиолетовый лес и с ними играют. То есть все эти животные, рыбы, если вы будете о рыбах рассказывать детям, насекомые, абсолютно все есть вот в этом комплекте. Ну вот, как-то со сказкой ты хочешь что-то про фиолетовый лес? Опять я технические нюансы скажу. Значит, фиолетовый лес бывает 2 видов. Вот это вот большой фиолетовый лес, который 2,5–1,5. Есть уменьшенный фиолетовый лес, он примерно там 2 раза меньше по длине и немножечко покороче. Значит, что еще сказать? Значит, есть, кроме того, что есть фиолетовый лес, в котором вот все эти вот деревья, листочки, елки, облачка, это все входит в комплект основного фиолетового леса. Есть то, что Ира сказала, дополнительный комплект дикие животные. Или он дикие домашние, не помню как он. Дикие, здесь все дикое. Здесь животные, насекомые, птицы Здесь леса. еще примерно по 50 персонажей в 3 вариантах. И кроме того, как вы понимаете, можно комбинировать. Есть персонажи, вот допустим, вот, не знаю, бабочка, например. Вот бабочка, она входит в основной комплект фиолетового леса. Ежик или, скажем, бобр, они входят в комплект диких животных, то есть дополнительный комплект. Ну и кроме того, если вы хотите что-то еще добавить, каких-то зверей, которых нет, например, на карточках, или еще какие-то растения, которых нет, то есть отдельно ковролин цветной, который также можно приобрести. И из них вырезать все, что нужно, налепить сзади вот липучки, которые там в магазинах продаются, где ткани, и получить что? Вот, что мы видим на этой картине? Что у нас здесь является самостоятельным творчеством? Слизни. Ну, слизни это ерунда, Да. конечно. Ольха. Ну, деревья, Да, ива. ива, ольха. Хатка бобра. Хатка бобра. Ну, то есть, в принципе, всё все что вырезано, угодно. да. Можно вырезать, клеишь сзади липучку и все, и работаешь.